Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радекин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Строительство трех ТЭС в Казахстане могут заняться компании из КНР и Южной Кореи. Борис Леонидович, поясните, пожалуйста, почему мы упускаем один из ближайших рынков, почему мы не строим? Ну, давайте по порядку. То, что Казахстан энергодефицитен, ну, к сожалению, известно уже давно. Причины приблизительно такие же, как у нас. Старение оборудования, большие потери в линиях электропередач и так далее, и так далее. То, что в Казахстане стало много строиться ветряных солнечных электростанций, тоже известно, но, слава богу, профессионалы в энергетике там еще остались, и они говорят о том, что без традиционной тепловой генерации все равно не получится сбалансировать, и это чистая правда. Тем более после тех аварий, которые были, когда целые города оставались ну, зимой без воды горячей, без отопления, понятно было, что надо было принимать какие-то экстренные меры. Басурский уголь при этом никуда не делся. Понятно, что у Казахстана не лучшее положение с финансами. Рассчитывали на помощь с финансированием из-за рубежа, но, естественно, ничего не получилось. Потому что как только где-нибудь в Европе выясняли, что деньги просят на строительство угольных электростанций, на этом разговор заканчивался. Потому что декарбонизация, зеленая энергетика и вот это вот все. Была попытка обратиться к китайским товарищам, но у китайских товарищей в 2021 году тоже случился кризис, видимо, под давлением вот этой европейской общественности. Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение о том, что финансировать строительство угольных электростанций за рубежом, за пределами Китая, тоже не будет. Проблема возникла. Понятно, что можно было традиционным методом на кривой козе этот запрет обойти, но здесь возникла специфика конкретно экибастузского угля с его зольностью в 42%. В Казахстане такое оборудование не производится. Казахстанские энергетики были уверены, что Китай с такой проблемой справится. Китайские специалисты сказали, что да, справимся. Лет через 5, после того, как будут завершены научно-исследовательские опытно-конструкторские работы, все будет хорошо. На вопрос, можно ли побыстрее, в Китае открыли секретную карту, показали город Подольск. Подольский машиностроительный завод никуда не делся, он специализировался на этих котлах, заводская документация в полном порядке, идите и получайте. После этого в апреле 2024 года было подписано межправительственное соглашение, два министерства энергетики о строительстве трех электростанций в трех городах. Семей, он же Семипалатинского, Усть-Каменогорска и Кокшетау. Общая мощность 960 мегаватт, предварительная стоимость 2 миллиарда долларов, то есть более чем серьезно. Предусматривалось разделение трудовой деятельности. Понятно, что общестроительная работа, там, котлован вырыть и прочее, российские строители не повезут, это они и сами умеют вполне уверенно. Но все, что касалось оборудования, брала на себя российская страна. Летом прошлого года определили, что это будет компания «Интеррау». И тоже все было более-менее в порядке до того момента, когда, я не знаю, что произошло, в открытых источниках ноль информации, предусматривалось, что финансировать это будет банк ЕАБР, Евразиатский банк развития, он же банк ЕАЭС. Как ни странно, с финансированием ничего не получилось. На вопрос со стороны Интерау, что делать в этом случае, может быть, будут какие-то субсидии, потому что у нас с кредитами не очень хорошо получается в последнее время. Ответа Министерства финансов нет, средств не предусмотрено. Что могу делать Интерау в этих условиях? Честно сказать, казахским заказчикам, да, мы на все гораздо, но кредит будет 25% годовых. Разрез глаз у казахских заказчиков изменился сразу. Потому что построить электростанцию вот под такие проценты, ну, как-то никому в голову не приходило. Если сейчас почитать сообщения, которые из Казахстана идут, они по-восточному вежливые, там нет упоминания о том, какова стоимость кредита. Последняя попытка о чем-то договориться была на Питерском международном экономическом форуме. Проходили переговоры с господином Новаком. Не знаю, смогли ли добиться встречи с Силановым, но, тем не менее, вот так. А формулировка проблема не в кредите, проблема в том, что
Новые электростанции должны соответствовать современным экономическим и экологическим требованиям. Формула, которая вроде бы ни о чем не говорит, но это только для тех, кто не сильно погружен в проблемы угольной генерации. Если смотреть на угольные электростанции, работающие в России, у нас КПД электростанции порядка 25%. Ну, если не вдаваться в подробности, есть так называемые параметры пара. Ну, если совсем грубо, чем сильнее струя пара ударяет в лопатку турбины, тем меньше топлива требуется для того, чтобы выработать те же киловатт-часы. Если у нас, опять же, брать порядка 75% наших угольных электростанций, то для выработки киловатт-часа требуется более 600 граммов угля. И вот расшифровка современные экономические требования – это ультрасверхкритика, которая строится в Китае, которая строится в Индии, которая строится в Японии, которая не строится у нас. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. Это параметры пара: температура 600 градусов и выше, давление 300 атмосфер и выше. 300 атмосфер, вот представляете, какой удар приходится на лопатку турбины, с какой скоростью она вращается и так далее. В результате в Китае сейчас на киловатт-час требуется порядка 270 граммов угля. В 2 раза меньше. Да, такие электростанции чуть больше стоят при капитальном строительстве, но снижение стоимости выработки электроэнергии компенсирует все остальное. И отсюда же возможность выполнять экологические требования. На один и тот же киловатт-час вам нужно меньше угля. Соответственно, все проблемы, связанные с выбросами, с образованием золошлаков, уменьшаются тоже вдвое. А киловатт-часы вы получаете в том же объеме. Современные требования, по которым работает Китай: содержание пыли в выбросах на кубометр газа 5 миллиграмм, на кубометр газа выбросов оксидов азота 30 миллиграмм, оксидов серы 50 миллиграмм. Мы в это не вписываемся, потому что у нас котлы докритические, и мы в это перестали вкладываться еще в 60-е годы, когда пришла эра большого газа, и мы, несмотря на то, что опережали практически всю планету в части угольных технологий любых, поставили это на якорь. Соответственно, Казахстан сейчас не будет рассказывать про то, какие у нас проблемы с кредитами. Он будет просить выполнить экономические и экологические требования, мы этого сделать не сможем. Еще одно из экологических требований – переработка золошлаковых отходов. Для нас это большая проблема. По оценке Золошлакового союза, созданного по инициативе Росгидро, то, что у нас накопилось со времен индустриализации и прочего-прочего, когда нам было не до золы и до шлака, это порядка 1,5 миллиардов тонн. Еще раз повторяю, 1,5, 1,5 миллиарда тонн золы и шлака. Все золошлаковые приемники переполнены, переработка идет с огромным трудом. Действительно сложная задача. Решить ее удалось только полностью в такой высокотехнологичной стране, до которой нам, конечно, можем смотреть только снизу вверх. В 2023 году переработка золошлаковых отходов в Индии вышла на 100%. В Индии. У нас пока 10%. То есть мы продолжаем накапливать золу и шлаки. Соответственно, если нам в Казахстане скажут, что вот такие условия, которые имеются, которые реализованы в Китае и в Индии, мы сможем только развести руками. К сожалению, ситуация выглядит вот так. Сказать, что это производит неизгладимое впечатление на Казахстан, наверное, ничего не сказать. Если бы был решен вопрос с финансированием, казахстанские товарищи могли бы и потерпеть, потому что им электроэнергия действительно нужна. Если говорить о планах строительства атомной электростанции, 2,4 гигаватта – это как раз тот объем, которого не хватает по установленной мощности в Казахстане уже сейчас. То есть атомная электростанция за номером 1, она уже съедена, грубо говоря. Спрос растет,
Поставки из России продолжаются, но проблема в том, что граничит Казахстан с объединенной энергосистемой Урала, там все в порядке, там можно поставлять, и еще с объединенной энергосистемой Сибири, где у нас нарастает энергодефицит. Вот такая ситуация, поэтому, когда я слышу, вижу многочисленные комментарии о том, что Центральная Азия уплывает в Китай, уплывает в Европу, поворачивается к нам спиной. Может быть, нужно что-то сделать, чтобы к нам можно было повернуться не спиной. Почему у нас такая проблема возникла, хотя вроде бы мы, начиная со времен реформ РАО ЕС России, только тем и занимаемся, что модернизируем, ремонтируем действующие электростанции, строим новые. Но если посмотреть во все условия так называемых конкурсов, на отбор мощности, на отбор модернизируемой мощности. Основной критерий – деньги. Чем дешевле ты способен это сделать, тем лучше. Реакция энергетических компаний совершенно естественная. Если мы берем угольную компанию, мы старое оборудование по старым технологиям меняем на новое оборудование по старым технологиям. И никуда мы не вкладываемся ни в научно-исследовательские, ни в опытно-конструкторские работы, мы продолжаем тиражировать технологию, которая была разработана в 50-е годы прошлого века. С чем это связано? С тем, что понятие энергоэффективности у нас существует на бумаге. Больше не существует нигде. Энергоэффективность – это, в числе прочего, снижение удельной емкости при производстве энергии. Чем меньше первичных ресурсов идет на производство одного и того же количества энергии, тем выше энергоэффективность. Мы этим не занимались. У нас нет в условиях наших конкурсов задачи на снижение стоимости вырабатываемой электроэнергии. И когда мы считаем, что один из способов профинансировать строительство новой генерации новых сетевых мощностей – это повышение тарифов, ну, мне не хочется комментировать нецензурно, но, так скажем, это далеко не единственный способ, а остальные способы у нас отсутствуют. При этом мы наблюдаем уже откровенный кризис в угольной отрасли, связан он с падением цен на мировом рынке. На мировом рынке действительно цены упали, но есть две страны, которые не испытывают угольный кризис. Китай, который добывает 4 миллиарда тонн угля в год, и Индия, которая добралась до миллиарда тонн угля в год. У них кризиса нет, потому что они уголь не продают на экспорт. Он весь потребляется внутри. У нас в последние годы мы вышли на пропорцию 50 на 50. Грубо из 400 миллионов тонн объема добычи, 200 мы используем на внутреннем рынке, остальное мы вывозим. Вот эти 50%, которые мы вывозили, сейчас сыграли. Соответственно, напрашивается, ну, на мой взгляд, вещь совершенно логичная. Для того, чтобы таких кризисов в угольной отрасли не было, потребление угля в России должно вырасти. В этом случае колебания на внешнем контуре такого удара не нанесут. Для этого нужно возвращаться к угольной генерации, но на современных условиях. Вот на тех, на которых работает Китай. Те выбросы, о которых я говорил, они, в принципе, соответствуют выбросам, которые мы видим с газовых электростанций. Нагрузка на окружающую среду абсолютно такая же, как в случае газовых электростанций. Что это для нас значит? Ну, давайте задумаемся. У вас газовая электростанция в Якутске. При минус 50 газовая труба вышла из строя. Что вы будете делать? Доставка энергоресурсов в случае газовой электростанции, хотим мы того или нет, это риск. Особенно в тех регионах, где у нас нет подземных хранилищ газа. Самая восточная география подземное хранилище у нас в Ханты-Мансийском округе. Дальше вот матушка природа, ну, вот не расщедрилась. Причем эта проблема не только у нас, но и в Китае. Почему не так быстро удалось решить все с силой Сибири, почему китайские газовики потащили ее до Шанхая. Ну, потому что на севере Китая нет подземных хранилищ газа. А заниматься обеспечением газа только с трубы, ну, это очень сложно, очень дорого и совершенно ненадежно. В случае угля, какие бы морозы ни были, сарай с углем на месте. Никуда не денется. Ничего не лопнет, ничего не пропадет, никаких проблем с обустройством гигантских подземных хранилищ не требуется.
Все решается на месте. Сколько у нас времени сейчас пойдет на то, чтобы вот так перестроиться, мне сказать сложно, но делать это необходимо. Тем более, что первый в мире угольный котел на ультрасверхкритических параметрах пара был произведен в Советском Союзе в 1946 году на заводе имени Орджоникидзе, опять же, в городе Подольске. В 1946 году. Китайцы о своем достижении, о том, что они вышли на котлы с ультрасверхкритическими параметрами пара, доложили в начале десятых годов. Немножечко позже. Но у них это сейчас на потоке, у них, естественно, уже другая стоимость, потому что заказов много. У нас заказов ноль. И понятно, что первые будут выполняться, если неправильно организовать все это, будет дорого. И при этом не надо забывать, что на нас очень внимательно смотрят и в нашей бывшей Средней Азии, которая нынче центральная, и в той же Монголии. Там будут рады любым электростанциям, но если мы предложим по технологиям 50-х годов, то, наверное, не очень рады. Надо срочно что-то делать, надо работать, но возможности для этого есть. Я думаю, что какую-нибудь большую аналитическую передачу мы по этому поводу обязательно сделаем. А пока, к сожалению, вот так. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации. Спасибо, до новых встреч. И на всякий случай напоминаю, что по последним данным нашего ГКЗ, Государственного комитета по запасам природного газа при нынешних объемах добычи и при выполнении энергетической стратегии нам хватает на 100-150 лет. Угля, имеющегося в России, хватает приблизительно на 1000 лет. Уголь с нами, он требует внимания, он требует действительно государственного подхода. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.